Всем привет! С вами Любовь. Решила на Новый год всем подарить тапочки. У многих людей есть проблемы с обувью. Они не могут купить удобную домашнюю обувь, чтобы нога отдыхала после работы. У кого-то нога широкая, у кого-то высокий подъем, а еще и косточки сбоку выпирают. Для пошива тапочек не обязательно использовать новую ткань. Я собрала лоскуты, обрезки тканей, ленты. На первый взгляд кажется, что это мусор, который нужно выбросить. Оставайтесь со мной и посмотрите, какое применение я нашла этим лоскутам. Взяла небольшой отрезок бязи и на нем сделала текстильное полотно, из которого и буду шить тапки. Сделала два варианта полотна, потому что тапок будет две пары. Подобрала кусочки мебельной ткани, нашла небольшой отрез меха, остатки от кофт, еще взяла слимтекс и изолон. Изолон купила с фольгой, но я от нее избавлюсь, при ходьбе она будет шуршать. С верхом тапок проще, а вот где взять подошву? Некоторые мастерицы используют для подошвы войлочные стельки. Я тоже купила такие, на несколько размеров побольше, но они узкие и для тапок не годятся. Хотела заказать подошву в интернет-магазине и наткнулась на информацию, которая меня заинтересовала. Подошву для обуви изготавливают из материала Эва. Такая подошва мягкая, упругая, ходить в ней легко и удобно. Изначально этот материал был разработан для медицинской сферы, поэтому не содержит и не выделяет вредные вещества и не вызывает аллергию. Этот материал нашел широкое применение в промышленности. Дома я наткнулась на коврик для фитнеса. Его покупали внучки для занятий, и он тоже изготовлен из Эва. Я решила сделать из него подошву. Сегодня буду использовать готовую выкройку. Посмотреть, как сделать выкройку, можно в предыдущем видео. Ссылку оставлю. Шить буду тапки на широкую ногу, поэтому выкройку немного изменю. Верх разрезаю посередине, раздвигаю на 2 см и соединяю малярным скотчем. Для верха тапок подготовила заготовки. Сложила 3 слоя ткани: вязь, слимтекс и основную ткань. Все это простегала вместе. И только после этого приложила выкройку, обвела и вырезала детали. При стежке заготовка уменьшается в размере, и если вырезать детали, а потом стегать, получается размер меньше. Когда я шила свои первые тапки, я с этим столкнулась. Обязательно нужно проверить, чтобы размер деталей совпадал, и при необходимости подровнять. И наметить левый и правый тапок. Для стелек тоже простегала заготовку. Сложила ткань, изолон, флис и флок. Обвожу выкройку, намечаю левый и правый тапок, вырезаю с припусками на швы. Стелька получается довольно объемная. Высекаю изолон в припусках на швы, чтобы уменьшить толщину шва. Изолон хорошо сохраняет тепло, и в то же время он легкий и быстро сохнет после стирки. Подготовленные детали обработала зигзагом, так проще будет работать. Кверху пришила полоски из меха. Внутри для объема вставила слимтекс. Соединяю середину верха и стельки. Слегка припосаживая в районе пальцев, соединяю детали. Контролирую, чтобы края были пришиты на одном уровне. Соединила детали строчкой. Строчку лучше прокладывать с изнаночной стороны. Здесь вязь, она не скользкая, и машине лучше шить. Из старых джинсов вырезала бейку шириной 2,5 см. Соединяю кусочки, высекаю уголки и обрабатываю края. Пришивать начинаю с внутренней стороны тапка, чтобы соединения были не так заметны. Бейку натягивать не нужно во время строчки. Джинс стянет стельку, и она уменьшится в размере. Слегка натягивать нужно бейку только на скругленных участках, чтобы ткань не топорщилась. Выворачиваю бейку. На соединении заворачиваю уголок и вручную пришиваю бейку к стельке. Отрезаю от коврика кусок нужного размера. Обвожу подготовленный верх тапок, чтобы видеть границы. Беру универсальный клей «Дракон», наношу на разметку и распределяю клей по всей плоскости, слегка выходя за край.
Можно, конечно, использовать клей «Момент» или в идеале обувный клей. Накладываю вверх и хорошенько соединяю с подошвой. Придавливаю и оставляю на какое-то время для высыхания. Клей схватился. Вырезаю тапки по контуру. Эва очень хорошо режется ножницами. При необходимости можно поправить край. Беру наждачную бумагу и выравниваю срез на подошве. Тапки готовы. Вот так я решила проблему с подошвой. Тапки получились легкие и удобные. На пяточку можно пришить кожу, кому как нравится. Еще как вариант сделала подошву из кожзама. Между стелькой и подошвой проклеила слой изолона размером меньше на ширину припуска. Тапок буду шить много. Скоро Новый год, и уже пора готовить подарки. Тапки будут и поуже, и пошире, и даже заказали на теплый носок. Тапки всегда нужны для себя любимой и для гостей. Тапки – прекрасный вариант для подарка, тем более, что больших финансовых затрат они не потребуют. Только немножко вашего времени и частичку души.